Всем привет! Отвечаю на, наверное, один из популярных вопросов на сегодняшний день по видеонаблюдению. Это совместимость камеры видеонаблюдения и видеорегистраторов. Часто звучат вопросы в Телеграме, люди мне задают. На Телеграм-канал сразу на мой подпишитесь, ссылки в описании к видео. И там я вам могу напрямую подбирать камеры видеонаблюдения по вашему требованию. И видеорегистраторы. Кому нужно. Все, что связано с видеонаблюдением, подберу на AliExpress, дам ссылки, вам останется только сделать заказ, дождаться, подключить самостоятельно, без всяких вопросов. Кого нет в Телеграме, почта. Адрес почты оставляю, пишите мне на почту, также там помогаю вам. Камеры видеонаблюдения могут быть в разных корпусах. Могут быть такие вот в популярных корпусах поворотные. Но они могут иметь разные приложения, разные прошивки, под разные приложения на смартфоне, соответственно, и видеорегистраторы. Популярные видеорегистраторы — это XMI-евские видеорегистраторы, могут идти вот в таких корпусах, пластиковый, могут идти в железных корпусах, могут идти 32-канальные в большом корпусе железном на 2 для установки 2 жестких дисков внутрь. В основном они XMI-евские. Как определить? Показывал я видео по подбору камер. На Алиэкспрессе заходите и ищите там информацию, с каким приложением идет камера. Это основное. Могут быть статические в любых корпусах, но начинка может быть разная. Какой идеальный вариант? Не хотите вы заморачиваться? Есть у вас деньги для заказа готового комплекта видеонаблюдения, в который входит видеорегистратор, камеры, кабели, все там уже есть. Получил ты коробку, распаковал, камеры установил, все посоединял. Красавчик, все работает. Там понятно, что видеорегистратор одного производителя с камерами. И там полная совместимость. Если же ты потихоньку хочешь собирать немного денег, вкладывая сразу систему видеонаблюдения, купив только видеорегистратор сразу, пару камер к нему, а потом уже видеорегистратор, понятно, с поддержкой там большего количества камер, и ты 2 поставил и смотришь, тебе мало. Это как обычно оно так всегда и есть. Думаешь, 2 хватит, а смотришь, мог бы там еще одну поставить, там еще одну. Ищешь камеру к видеорегистратору, и у многих возникает вопрос, какую камеру, вот присмотрел эту, а будет ли она совместима, будет ли работать с этим видеорегистратором. В основном все современные IP-камеры, будь то в таком вот корпусе для помещений поворотная, будь то в таком корпусе, уже имеют ONVIF протокол совместимости оборудования разных производителей. Зашивают китайцы ONVIF протокол, видеорегистратор, к примеру, одного производителя, камера у нас другого производителя с другим приложением, отличающимся от видеорегистратора. Камера может работать с этим видеорегистратором, если видеорегистратор поддерживает ONVIF протокол, и камера поддерживает ONVIF протокол. Но нет гарантии, что функционал камеры, если она имеет в своем функционале, например, определение силуэта человека и запись по силуэту человека чисто, будет поддерживаться видеорегистратором. В онлайне картинка будет, также будет писаться на жесткий диск, но даже нет гарантии, что будет вестись запись чисто по тревоге. Как вариант, будет постоянная запись вести. Все функции, которые имеет камера, видеорегистратор распознавать не будет по ONVIF протоколу. Поэтому идеальный вариант, к примеру, в нашем видео XMI видеорегистратор и XMI камера. Современные XMI видеорегистраторы имеют функцию определения силуэта человека, даже фиксацию лица человека. И также камеры, уже XMI-евские, идут с этим функционалом. И подключив камеру к этому видеорегистратору, в паре они будут работать с этими функциями. И этими функциями должна обладать также камера, как и видеорегистратор. Хотим иметь функцию определения силуэта человека и запись на жесткий диск видеорегистратора по силуэту человека. Подошел человек к калитке, срабатывает тревога, приходит вам на смартфон уведомление и включается запись на жесткий диск. Если вы хотите этот функционал, им должен обладать как видеорегистратор, так и камера. Ну и XMI-евские камеры и видеорегистраторы, обладающие этим функционалом, будут работать в полной совместимости. На моем видео все 4 камеры
XMI производителя, что это имеет функцию слежения за движущимся объектом. И также вот этот маленький вариант камеры для помещений, она также поворотная и имеет также функцию слежения за человеком. И также имеет, то есть за движущимся объектом. И также имеет функцию определения силуэта человека, как эта камера, как эти также. Определила силуэт человека и подала команду видеорегистратору на запись. Видеорегистратор также сохраняет именно по силуэту человека. Взяв, например, вот такую же камеру, можем найти в точно таком же металлическом корпусе классном, но она, например, будет с приложением CamHi. Не XMI, а CamHi. И эта уже камера может работать с этим же видеорегистратором, с XMI, но не в полной мере. Если у нее имеется функционал там зашит в нее, видеорегистратор не будет его воспринимать, так сказать. Он будет ее видеть, будет выводиться с нее картинка на монитор. Как вариант может писаться по тревоге. Тут уже как повезет. Может писаться, а может просто будет вариант записи постоянной. Если вас устраивает такой вариант, вам понравилась эта камера или досталась она вам задешево или вообще бесплатно, можно ее к видеорегистратору подвязать, будут они работать. Но не в полной мере. Вывод какой? Хотим полную совместимость, ищем оборудование одного производителя. Как вариант XMI, многие пользуются в чате в Телеграме. Также чат мой создал я для общения коллективного. Люди общаются, ну и там можете поспрашивать. Многие XMI пользуются, как и я дома сейчас. И многим людям поставил, то есть вопросов как бы нету. Бюджетное видеонаблюдение, ну, с хорошим функционалом. Хотите, например, использовать Hikvision, камеру купить сразу, а потом к ней видеорегистратор, учтите, что видеорегистратор придется вам покупать также Hikvision для полной совместимости в работе. Вы можете купить XMI, он будет дешевле Hikvision, но совместимости полной не будет. Также и дела обстоят с Dahua. То есть каждый производитель привязывает к себе клиента. Купил ты камеру Dahua, к примеру, будь готов к тому, что ты уже подсел на эту иглу. Не забываем о характеристиках видеорегистратора. Камеры сейчас уже даже вот в таком корпусе бюджетные идут с разрешением 8 мегапикселей, поэтому... Да и видеорегистраторы сейчас уже редко встретишь, которые не поддерживают 4К разрешение. Поэтому тут смотрите перед тем, как заказывать, консультируйтесь, читайте описание, читайте отзывы о товаре, что люди получают. Там многие пишут. Ну, не всему верить можно, конечно, но многие пишут правду. 4К. Есть 8-канальные, 16 и 32-канальные, мощные 32-канальные видеорегистраторы с запасом берите. Даже если вы полностью не будете 32 камеры использовать, даже в половину 16 камер лучше взять запасом. Небольшие деньги они сейчас стоят, запас не жмет. Видеорегистратор не будет полностью нагружен, соответственно не будет он перегреваться, будет стабильно работать. Вот в общем-то как и у меня сейчас установлен 32-канальный. А использую я к нему подключенные 16-18-19 камер. POE вариант или же просто вариант сетевого видеорегистратора без POE. Это уже решать вам. Комплекты POE полностью подключаются камеры напрямую к видеорегистратору. Блок питания установлен в видеорегистраторе и питает он и видеорегистратор, и все камеры. В данном случае видеорегистратор устанавливается где-то отдельно, подключается блоком питания. Ну а на камеры нужны или отдельные блоки питания, или же общий блок питания, или же POE-коммутатор. Ну я думаю, что если брать, если вы, например, начинающий, то надо связываться с POE. POE более надежно и более просто в подключении. По POE есть отдельное видео. Кого что интересует, задавайте вопросы в комментариях. Также на телеграм-канал заходите, там с вами общаюсь напрямую. Телеграм-чат, коллективное общение. Кто что знает, подсказывает, задавайте вопросы. Также присоединяйтесь. На инстаграм подпишитесь, на канал также подпишитесь. И не забывайте ставить лайк для продвижения моего канала. Всем удачи и до следующих видео.